Друзья, всем привет! Всем доброе утро! Фу. Пока ходил туда-сюда, шикарное место, надо сказать. Сейчас я завезу мусор. И потерял я его там. Вот на второй едет 20 километров в час. Вон контейнер. Вот место ночевки, где я ночевал. Ночь прошла хорошо, было очень тепло, но я только заснул где-то через, наверное, час. Короче, 11:30 ночи подъехала машина. Я не слышал, как она подъехала, она, может, скатилась тут. То ли рыбаки, ну, в общем, два местных мужика. Я слышу, так. Сейчас проеду, расскажу. Так, ступеньки есть? Нету. Я забыл включить. Кофрами не зацеплю. О! Короче, нет. Навигатор, конечно, ошалел. Он... Как так я на эту сторону попал? Вот. Вчера вот сюда я съезжал. Вот оттуда сверху. Раз, вот сюда. Но там из-за этого насоса. Да и как-то это... Действительно какое-то место. Вот, потом я хотел на эту сторону, но увидел то, ну, это все ясно. Да, то ли рыбаки приехали, то ли кто, я так и не понял. Потому что ушли, мимо палатки прошли, я еще глаза открыл, да они с фонариками так посветили на меня, видать. Ну ладно, я жду, там, думаю, может, что-то там будут рыбачить или что. Куда ехать-то? Стоп. Это наверх. Это вдоль реки, наверное, сюда. Ну и, короче, они туда зашли. Один петь начал, ну, голос хороший. А там эхо такое отдается. Я сперва думаю, может, это те велосипедисты. Открыл палатку, выглянул. Машина стоит. Я еще поэтому не слышал, как они подъехали. Я думаю, ну поди велосипедисты подъехали те. Ну, нет. Ну и, короче, это... Все, у меня сон-то пропал, естественно. Я и так, и сяк. Лежал. Все, не мог понять, что они делают там. Ну, может быть, рыбаки все-таки. Ну, короче, где-то 40 минут они там катавошкались. Слышу, прошли опять мимо палатки, бум-бум, двери. Уехали. Ну и все. А сон-то пропал, я как бы час поспал. Ух ты. Час уже поспал и уже это не хочу. Ну и начал думать. Это же Ефрат. А он берет начало вот здесь в горах Турции и до самого, по-моему, Персидского залива. Ну, в общем, Месопотамия, известная колыбель человечества. Месопотамия, междуречье, да. И есть та земля, где зародилась человеческая цивилизация. Ну, говорят, правда, что в Африке, ну, неважно. Важно то, что именно вот как человеческая цивилизация, именно там, начиная вот Шумер. Я подумал вот про всемирный потоп. Это он же там произошел, а там же египетская цивилизация, она не знает ничего о потопе. Вот всемирный потоп, сейчас меня православные сразу это в еретики запишут. Я считаю, что он не был всемирным, а был вот как раз вот в Месопотамии. Да, там равнина, и вот если Ефрат и Тигр наполнились водами, то они затопили там всю эту равнину. Это безусловно. Там нет гор, низменность.
И действительно всемирный в плане того, что вся та цивилизация, все те народы, которые там жили, они подверглись вот такому наводнению. Как и Римская империя в свои времена тоже они называли экумена, по всей экумене, то есть по всей вселенной. Ну, это понятно же, что Римская империя не была всей вселенной, но они считали, что это вселенная. Все остальное уже не считалось. Так и здесь. Думаю, вряд ли вот этот Ноев ковчег, который как бы на Арарате остановился. Да, если это все затопило, всю Турцию, можно еще как-то это. Вот, но я думаю, что скорее всего нет. Скорее всего, это было такое локальное, но для того человечества, для тех народов, которые там жили, это было, конечно, всемирным. И вот эта река, которая вышла из берегов, вон она, на ваших экранах, Ефрат. Ну вот даже вот это вот все, вот если вот так вот было наполнено водой, да, вот до берегов, до краев, и все это туда, еще Тигр, все это разлилось, то, естественно, это была катастрофа. И я думаю, что пусть не обижаются армяне и кавказцы наши, которые все говорят, что где-то там у них ковчег. Принципиально это не важно. Я думаю, что, скорее всего, он там и остался, где-то в Месопотамии. Вот шумерский язык, его сейчас смогли прочесть не так давно. Я сейчас вот не помню, то ли потому, что открыли вот этот хетский язык, открыли вот Хатуса, где я был. Это первые индоевропейские уже представители первого индоевропейской расы. Хеты. Очень красивый народ. Кстати, про хетов я когда туда ездил, вот это самая интересная такая цивилизация, они, по-моему, пришли с Кавказа, как говорят. Кавказ и вот, ну, нижняя часть, вот Крым и вот юг нынешней Украины. Где-то вот оттуда. Так вот, есть такой знаменитый 50-й псалом, ну или царь Давид, который совершил такой грех, очень моральный такой плохой поступок, отвратительный, когда он взял себе в гарем жену Урии. И офицера отправил в гиблое место, чтобы он там погиб. Все это подстроил, а его жену взял в гарем. Версавия. А его жену, да, по-моему, Версавия ее звали. Вот, так что, видать, тоже была очень красивой женщиной. Да, и потом про Вавилон. Вот вавилонскую цивилизацию я тоже немножко так это знакомился, когда собирался сюда ехать. Ну, просто любопытно. Естественно, вот эта Вавилонская башня, которую строили, да, ну, как мы-то сейчас всегда все преувеличиваем, все былинами обрастает, чудеса всякие разные там и так далее. Ну, она была, очевидно, не очень высокой, потому что народы равнины, понятно, для них любая там постройка там в 50 метров это уже гигантская. Они никогда, если гор не видели. Вот. Ну, вот на территории Ирака что там, никаких гор нету. Вот они с этой глины слепили храм. И, кстати, вот это смешение народов, смешение языков, тоже мне одно время не давало покоя. Я как-то не мог понять, думаю, какой смысл там смешивать языки, ну, что якобы не построили эту башню, не смогли построить. Вот. Но на самом деле одного раввина послушал, они же толкуют Тору, это же все-таки Ветхий Завет. И говорит, там было не столько смешения языков, а сколько было, в общем, дал языкам философские моменты, которые смогли глубже раскрыть смысл вот вообще, ну, божественности. Вот. Потому что, ну, наречия все равно там были, уже понятно, что наречия там образовались. Вот. Именно для этого было сделано, чтобы языки дальше развивались. Вот. И по-разному, именно вот благодаря вот разности языков, о Боге можно было сказать по-разному. Именно, что вот многогранность, вот этого, многогранность понятия о Боге
должно было присутствовать в языках. Так это что мне? Фигачить вон туда, что ли? Мне налево надо. Я вот сюда сейчас поеду. Аккуратненько. Вон там есть переход. Откуда же это он выехал? Ну, вот оттуда доеду потихоньку. Моё, я тут упираюсь, рассказываю библейские истории, а камера не включена. Все, повторять я не буду. Так что вот так. Вот я наставил точек. Показывает вот сюда. Ну, поедем. Ага, подъемчик пошел. Вот он, видишь, срабатывает этот трекшн. Ё-моё, отключать его надо нафиг. Потому что он буксует и в момент сразу гасит. Ё-моё. О, а подъемчик-то нехилый. Слушай, ты меня завел, а? Блин. О, нифига себе. Адвенчер. О. Мы так тут и останемся с тобой. Спокойно. Почти. Я кофром зацепился. Фига себе. Аттракцион. Не, это уже не для моих, не для моего здоровья. Фу. Чё? Так. Понял. Давай. О. Елки-палки. Я просто срезал кусок. Вот он дорога. Вот так он меня сюда на этот подъем, а? Нехилый подъем, я вам скажу, друзья. Ё-моё.
Когда на спуск смотришь, думаешь, не, я здесь бы не поднялся. Но я смог. Здесь, может, после землетрясения что-то развалилось все. Да, наверное. Возможно. Тут вот одно здание уцелело, а тут, видать, может быть. Очевидно, да, для беженцев. Куда-то понесло опять, ё-моё. Не дождался, свернул, думает, надоело мне. А тут, оказывается, вон железнодорожный переезд, поэтому. А это у них такой тут туннель для поезда. Туннель, но открытый. Но туннель. А как у него электричество туда заходит, а? Да,
Да, заходит туда, в туннель. Провода раз. Что-то холодно. Это у нас что, высота? Да, 1600 метров. Я чувствую что-то 23. Надо застегнуться. Дислик, да. Любимая звонит, только хотел записать, так что подождите, сейчас поговорю. Так, значит, друзья, ну вот, заселился я в отель, вот, смотрите, шикарный отель европейского уровня, так сказать, вот. Ну и цены, конечно, тоже европейские. Получается, я тут, правда, с курсом что-то запарился. Я заехал, значит, город называется Дивигри как-то сейчас. Дивриги, вот. Город называется Дивриги. И, значит, что? Я еще думал чуть-чуть дальше поехать. Думаю, проеду по городу, посмотрю, если что-то попадется. Ну, вот, попался отель. В один заехал, говорит, все, битком, мест нет. Я думаю, нифига себе. Ну, заехал в этот. Вот, так что все нормально. Я хотел карточка что-то не пошла. Я говорю, я могу наличными. Наличные вытаскиваю, она пишет 750 лир. Я вытаскиваю, у меня 650. Сотни не хватает. Я говорю, давайте я вам отдам, ну как, все, жестами. Я говорю, я сниму деньги и вам принесу. Ну все, окей, ладно, давай. Ключи мне отдала, я зашел, быстренько все, привел себя в порядок, пошел, сходил, снял в банке деньги. Вот, и в этот раз это получается, я третий раз снимаю по 1000, да, 1000, 2, 3000 лир. И что-то первый раз я сейчас вот увидел курс официальный, там в телефоне показывает 0,039, а сейчас банк-автомат мне выдает 0,023. Думаю, нифига себе курс. Вот они, думаю, хитрые. Получается так, что-то по курсу я посчитал, должно быть, ну, короче, они еще эти взяли, там, цинзы, гибюры, кто не называет, комиссию 5 евро еще взяли, и там еще курс понизили, ну, должно, короче говоря, 30 евро, получается там что-то 17.
Наверное, так. Хотя, может, я неправильно посчитал. Короче, ну курс, да, вот этот стоит 23, здесь 26, а тут было вообще 23. Короче говоря, отдал я деньги, все заплатил. Вот. А курс официальный, вот я не вру, вот у меня включено. Значит, завтра я выдвигаюсь. 3 варианта у меня. Старый, есть еще старый вариант маршрута, короче, сюда в горы. Там какая-то старая разрушенная церковь, якобы, видать, еще армянского, вот, Великой Армении, еще тогда, когда здесь жили армяне. Возможно, потому что, ну, христианская церковь. Вот, второй вариант, я такой делаю круг, загиб, подъезжаю к началу, к устью, вот, началу реки Ефрат, переезжаю через эту реку и там поднимаюсь в горы. Вот, и третий вариант, вот, я подъезжаю к устью реки и выезжаю на дорогу, которая уже ведет туда, в сторону Анкары. Вот. Завтра посмотрю по состоянию. Я тут немножко взял продуктов. Сейчас так чуть-чуть перекушу. Полежу, полистаю там, посмотрю, что и все. И мотоцикл стоит, никуда не пойду. Тут какой-то этот замок, не замок, а типа крепости. Я думал сходить полетать, на улице жарища. И вся эта суета меня что-то это сам. Вчера была ночевка классная. Или сегодня там. Вот. Так что все хорошо, все, слава богу. Африка идет нормально, никаких сбоев, слава богу, ничего, нигде. Даже это. И все. И надеюсь, так и будет дальше. Будем дальше шуровать. Вот, значит, домой, получается, у меня завтра понедельник, делать 3000, здесь 3,5. Я так прикинул где-то вот, ну, завтра еще уйдет 3500, ну, короче, к воскресенью мне надо приехать, поэтому так, вот. И, наверное, завтра будет более-менее еще так интересное видео, ну, вот, а потом я буду только шуровать по магистралям и как бы снимать почти ничего не буду. Поэтому вот, наверное, практически и все. Друзья, доброе утро. Утро доброе. Вот в этом отеле я остановился. И даже с завтраком. Я уже пошел к мотоциклу, он что-то там махнул. Сейчас еду туда, не знаю куда. Надо сейчас отъехать, сориентироваться с маршрутом. Так, вчера 355 километров. 5200 я уже прошел. Сбросили на 0. Интуитивно не работает эта фигня. Я постирал вчера свою... кто она? Белье, термобелье, и оно не высохло. Сейчас вот одел, влажное. Да, вот какая тут крепость. Овечки там пасутся. Раннее утро. У нас еще 5:59. 6 часов утра. Но здесь 7. Я в 7 планировал выехать. Эх, хорошо, когда утром светит солнышко, целый день впереди, ты бодр и полон сил. Ну, не знаю, насколько полон. Вот. Но, тем не менее, полнее, по крайней мере, полнее, чем в обед. Так что задал я вот один какой-то из своих маршрутов из 3. Вчера листал. И так, и сяк. И может туда, может сюда. А утром встал, первый попавшийся нажал. Вот и туда поехал. Ё-моё, я думаю, что там столько машин стоит? А тут карьерище вон какой. Все изрезали. А, вот она. Вот он. Может быть, и сюда рванул. Где еще можно по таким красотам проехать? Это шикарнейше просто.
Так, ну вот я тут, вот она, точка Брод. Брод через реку. 120 получилось. Ну да, это он. Это вот сюда наверх, я по хребту спускаюсь. И я предполагал, что вот я через Брод перееду и выйду на ту сторону. Ну, попробуем. Если что, там просто сварю кофе, попью кофе и вернусь тогда назад, если не пройду. Да. Красиво, конечно. Спору нет. Природа просто шикарная. С хорошими дорогами. Ух ты. Это каньончик. Шикарнейший каньончик. Разлом такой. Так, в общем, отменил я эту точку, потому что посмотрел 30 километров, потом даже если я проеду, я выезжаю на ту дорогу, на которую я уже планирую ехать домой. Вот, поэтому я лучше проеду еще дальше, до истока этого Ефрата, и там у меня оттуда идет еще один маршрут. Вот, может быть, я тогда возьму его и немножко сокращу, и тогда уже выйду вот на эту дорогу. Вот. И тогда, Бог даст, если все нормально, к вечеру тогда уже развернусь в сторону дома и поеду уже тогда спокойно домой. Да, так будет лучше. Да, вспомнил я. Вот карьер, про который я говорил. Дорога ведет туда, и все, там тупик. Вон там видно туннель. Это для железной дороги. Вот она проходит, железная дорога. Поезд туда уходит, и там такой каньонище вот так. Шикарный каньон. Но туда никак не проехать. Вот этот там поселок, это все тупиковый. И я смотрел, там вот разные дорожки есть вот туда наверх, через вот этот перевал. И туда, и там спускается дальше. Вот. Сейчас попробуем. Насколько у нас это получится, я не знаю. Возможно, поднимемся. Да, вон там уже завал, да. Сюда я не поеду.
Так и знал, что тут хрен проедешь. Так, ну, там завалено. Ну, там дорога гиблая. Сейчас посмотрим, что там с этим мостиком подвесным. Наверное, вот туда идет. Там, скорее всего, тоже пешеходная такая дорожка. Естественно, если мост пешеходный, может, просто сейчас это хорошее место будет кофе попить и, может быть, на дроне полетать. Да. А, вот он, да, точно. Вот он, мост. Пешеходный. Да. А, он даже закрыт. Так что как бы вообще шансов нет.